Плуг часто рассматривают как символ перехода человечества от охоты к земледелию. Но за последние 200 лет именно плуг в сочетании с трактором как минимум несколько раз приводил к масштабным экологическим катастрофам, ставя под угрозу существование привычного сельского ландшафта. В каких условиях вспашка наносит вред и стоит ли нам переживать? Давайте попробуем разобраться. Друзья, всем привет! Это 10-й специальный выпуск серии Про, и тема сегодняшнего видео – вспашка. Плуг, как орудие для основной обработки почвы, известен давно. Самые ранние находки имеют возраст более 5000 лет. Первые устройства были далеки от современных орудий и в основном позволяли рыхлить только самый верхний слой земли. Пласт они не переворачивали, дернину разрушить не могли. Перелом произошел примерно 1000-1200 лет назад, когда в Европе появился отвальный плуг с колесом. Он был тяжелый, не всегда удобный, но значительно ускорил работу и повысил плодородие почв. В 1830-х свой самоочищающийся стальной плуг изобрел и американский кузнец Джон Дир, и с этого момента понеслось. Двухкорпусные, трехкорпусные, прицепные, ездовые и даже прыгающие плуги. Подробнее об эволюции этих орудий я рассказал вот здесь. В действие они поначалу приводились тягловыми вьючными животными, обычно лошадьми или быками. В конце 19 века животных начали заменять паровые машины, а затем и тракторы с двигателями внутреннего сгорания. К 1910 году отвальный плуг окончательно превращается в орудие массового уничтожения целины. Классический отвальный плуг выполняет сразу несколько операций. Режет пласт земли, приподнимает его и переворачивает растительными остатками вниз. Обработка происходит обычно на глубину 20-25 см, при глубокой вспашке до 30 см. Есть и плантажная вспашка, при которой обработка ведется на глубину до 1 метра и более, но это не самый распространенный случай. Качественная вспашка дает рыхление и перемешивание слоев, что улучшает водный и воздушный режимы для развития мощной корневой системы растений. Плюс, когда мы заделываем дернину, у нас получаются практически бесплатные удобрения. Однако классическая отвальная вспашка несет за собой и негативные последствия, такие как ветровая и водная эрозия, нарушение структуры почвы, гибель полезных микроорганизмов и образование плужной подошвы. Последнее особенно опасно, так как нарушает водопроницаемость, ухудшает газообмен и способствует вымыванию или наоборот к локальному накоплению минеральных удобрений, вплоть до токсичных концентраций. Но это еще не самое страшное. В 1910-1920-х годах фермеры американских равнин, вдохновленные высоким спросом на пшеницу, массово распахивали целину, заменяя многолетние глубоко укорененные травы сельскохозяйственными монокультурами. При этом агротехнические рекомендации, требующие сохранения части растительных остатков, часто игнорировались. Практически все использовали глубокую отвальную вспашку с полным захоронением стерни, что полностью лишало почву защитного покрова. В начале 30-х годов центральный регион страны поразила длительная засуха. В результате верхний слой земли, лишенный дернины, пересох и полностью утратил связность. Всего за несколько лет через десятки американских штатов прокатились сотни пыльных бурь, поднимавших миллионы тонн почвы и разнося их по всему континенту. Дни превращались в ночь. На фермах ничего не росло. В городах жить было невозможно. В этот период активно внедряются новые методы ведения сельского хозяйства. Контурная вспашка, полостное земледелие, севообороты и создание лесополос. Но решающий ответ на катастрофу оказался инженерным. Фред Хоуме, фермер из Оклахомы, сконструировал орудие, позволяющее проводить глубокую обработку почвы без оборота пласта с сохранением стерни. Оно получило название «чизельный плуг». Чизель в переводе с английского значит долото или резец.
Серийный выпуск новой сельскохозяйственной машины стартовал в 1938 году под маркой Грэхэм Хоуме. Вскоре это орудие распространилось не только на территории Америки, но и далеко за ее пределами. В 1954 году руководство СССР запустило кампанию по освоению целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири и Поволжье. Первоначальный план предполагал распашку не менее 13 миллионов гектаров целины, но в итоге этот показатель был превышен вдвое. При этом существенная часть массивов представляла собой легкие по механическому составу песчаные и супесчаные почвы, а также солонцы. Территории изначально малопригодные для устойчивого земледелия. Благодаря сосредоточению огромного количества средств и людей, а также природным факторам, новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи. К середине 1950-х Казахстан давал до трети всего производившегося в СССР хлеба. Однако, вопреки ожиданиям, желаемой стабильности добиться не удалось. В неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд. А в результате нарушения экологического равновесия и эрозии почв в 1962-1963 годах пыльные бури стали настоящей бедой. Эффективность возделывания целины упала на 65%. Когда стало очевидно, что практика сплошной отвальной вспашки на целине ведет к необратимой потере почвенного ресурса, под руководством академика Бараева и Всесоюзного НИИ зернового хозяйства была сформирована школа почвозащитного земледелия. Специалисты разработали систему, включающую в себя безотвальную обработку почвы, дифференцированную глубину рыхления, обязательное сохранение стерни на поверхности и создание лесополос. Для ее реализации разработали и специализированный парк почвообрабатывающей техники, плоскорезы, глубокорыхлители, комбинированные агрегаты и многое другое. К концу 80-х данные решения были внедрены уже на площади порядка 50 миллионов гектарах в различных хозяйствах СССР. Однако полностью устранить последствия целинной кампании не удалось до сих пор. Несмотря на то, что целесообразность отвальной вспашки ставилась под сомнение еще в начале прошлого века, причем по обе стороны океана, как в США, так и в России, по-настоящему заметный импульс эта дискуссия получила лишь в 1943 году. Американский агроном и практик Эдвард Фолкнер опубликовал работу, в которой назвал подобный метод обработки потенциально опасным и утверждал, что вспашка нарушает подъем воды из нижних слоев почвы к верхним, слишком глубоко закапывает полезные остатки урожая, ускоряет высыхание верхнего слоя и увеличивает скорость разложения органических веществ. Все это в итоге негативно влияет на урожайность. Фолкнер утверждал, что проблема заключается не в почве, а в отношении человека к ней. Долгое время он проводил эксперименты с поверхностной обработкой земли дисковыми орудиями и посевом культур прямо по мульче и получал при этом очень хороший урожай. Его идеи тогда воспринимались как радикальные, но позднее стали одной из важных предпосылок почвозащитного земледелия и будущих технологий нулевой обработки почвы. Массовые эксперименты с посевом культур без вспашки начались в конце 1950-х, причем сразу в разных странах мира. К 70-м на фоне подорожания топлива и ужесточения требований по охране почв площади под минимальной обработкой начали расти и к концу 20 века достигли 70 миллионов гектаров. Сегодня их свыше 205 миллионов. С инженерной точки зрения землю сохраняет не отказ от техники, а изменение ее воздействия на почву, а именно снижение переуплотнения за счет уменьшения массы агрегатов и увеличения их площади опоры, применение специализированной техники для диагностики и разрушения плужной подошвы, переход, где это возможно, от отвальной вспашки к системам минимальной и нулевой обработки почвы. Стоит ли переживать, что вспашка плугом навредит вашим садовым участкам или огородам?
Наблюдения агрономов показывают, что формирование классической плужной подошвы и тяжелых эрозионных процессов – это в первую очередь результат многолетнего применения тяжелой техники и постоянной обработки на одну глубину. В условиях частного землевладения, где работы чаще всего ведутся мотоблоком или вручную, риск формирования уплотненного слоя хоть и есть, но он намного ниже. Чтобы избежать возможных негативных последствий, рекомендации даются те же, что и для больших хозяйств. Чередовать отвальную вспашку с безотвальными приемами обработки почвы, например, поверхностным рыхлением, избегать работы техникой на переувлажненной почве, по возможности оставлять часть растительных остатков на поверхности в качестве мульчи, а для многолетних посадок отдавать предпочтение поверхностной обработке и почвопокрывным культурам. Вспашка плугом оправдана, но только там, где этого требует почва, рельеф и культура. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться. Всем хороших урожаев. Пока!